Здравствуйте, зрители моего канала. Я очень люблю хронофантастику, то есть фантастику, которая связана со всякими манипуляциями, передвижениями во времени. То есть путешествия во времени, временные петли. И поэтому я хочу показать свои фильмы в этом жанре, которые есть у меня в коллекции. И этой теме я посвящу два видео. В сегодняшнем видео покажу фильмы про временные петли, в которых так или иначе встречается данное явление. А в следующий раз покажу вам фильмы, в которых во времени перемещаются осознанно или неосознанно. Итак, начинаем. И первый фильм про путешествие во времени, который хочу показать, это, конечно же, «День сурка», который у меня представлен в таком вот британском издании из серии Special Edition. Видим такой внутренний арт. И это у нас фильм Гарольда Рамиса, в котором снялись Билл Мюррей и Энди Макдауэлл. Здесь события, связанные с Днем сурка. То есть главный герой приезжает в город, где празднуют День сурка, чтобы узнать, какая будет погода. И вот главный герой оказывается в временной петле и пытается из нее выбраться. Культовое кино, которое, скорее всего, вы знаете, и с которым в первую очередь сравниваются все фильмы про временные петли. Фильм «День сурка». Далее, следующее кино. Это фильм «Исходный код». Фильм с Джеком Джилленхолом и Верой Фармигой. В данном фильме Джек Джилленхол, который исполняет роль капитана Колтера Стивенса, внедряется в личность неизвестного ему мужчины по имени Шон, пережившего чудовищный взрыв поезда. Колтер попадает в катастрофу снова и снова до тех пор, пока не поймет, кто ее устроил. Такой вот хороший фильм про временную петлю, который тоже мне нравится. И люблю тоже пересматривать данный фильм. Фильм «Исходный код». Далее. Фильм Дага Лаймана с Томом Крузом и Эмили Блант «Грань будущего» или «Живи, умри и снова». То есть у данного кино два названия. Такая вот карточка. «Грань будущего». И помимо самого фильма, у меня также есть оригинальный роман, который написал Хироси Сакурадзака под названием All You Need Is Skill. Здесь у нас текст. И в конце есть немножко также изображений. И фильм очень отличается от данного романа. Самое большое различие это то, что событие происходит в Японии. Главный герой, которого зовут Кейдзи Кирия, также японец. А вот Рита Вратарский есть в обоих произведениях. Также общего между произведениями то, что одинаковый их враг – это мимики. Правда, они выглядят в книге и фильме по-разному. То есть здесь описание их отличается от того, как они выглядят в фильме. И также у этих произведений разная концовка.
И помимо книги у меня также есть и манга в 2 томах. Здесь видим и All You Need Is Kill, и Грань будущего. В данной манге, данная книга сделана в графическом виде. Здесь красивая черно-белая картинка данного произведения. И если вы хотите узнать оригинальную историю, по которой был снят фильм «Грань будущего», но не хотите читать книгу, хотите видеть в графическом видео, то можете приобрести такую мангу All You Need Is Kill или Грань будущего. И 2 том, который начинается с предыстории Риты Вратарски. Мы видим здесь пустое, потому что в оригинале Рита Вратарски это не настоящее имя. Настоящее имя Риты Вратарски неизвестно. А это она взяла документы, увеличила себе возраст и вступила в ряды, чтобы сражаться с мимиками. Такая вот коллекция из фильма, оригинального романа и 2 томов манги по Грани будущего у меня есть. И сам фильм мне тоже очень нравится. Тоже не один раз его пересматривал. Такой вот фильм про временную петлю с Томом Крузом и Эмили Блант. Далее. «Счастливого дня смерти». Это относительно свежий фильм. Главную роль здесь исполняет Джессика Рот. Здесь ее убивают, и она возвращается во временную петлю и пытается найти того, кто ее убивает на протяжении фильма. То есть такой день сурка слэшер. И также есть и 2 часть «Счастливого нового дня смерти», которая представлена вот в таком вот слипе. Присутствует внутренний арт. И здесь мы видим артбук. Это у нас кадры со съемок данного фильма. То есть во 2 части она снова попадает во временную петлю и пытается выбраться из нее. Дилогия счастливого дня смерти и счастливого нового дня смерти. Далее. Такой вот фильм «Матрица времени» по мотивам романа Бестселлера. Чтобы вырваться из петли времени, должна найти себя. В данном фильме главная героиня Саманта попадает в временную петлю после аварии на трассе и пытается выбраться из нее. Далее. Сериал, а точнее 2 сезон анимационного аниме-сериала «Меланхолия Харуки Судзумии». И здесь временная петля представлена в виде 8 одинаковых почти серий, которые называются одинаково «Бесконечный август». И так 8 раз «Бесконечный август». То есть это у нас получается 8 одинаковых серий почти, которые снимали разные режиссеры, которые местами отличаются, но основной сюжет этих 8 серий одинаковый. То есть если вы хотите прощупать временную петлю на себе,
то можете посмотреть залпом эти 8 серий «Бесконечного августа» из анимационного сериала «Меланхолия» Харухи Судзуми, 2 сезон. Далее. Еще одно аниме. Девочка, покорившая время. Такое вот издание. И здесь у нас главная героиня попадает не совсем в временную петлю, точнее, она может управлять, но неосознанно данной петлей. То есть она может возвращаться на некоторые события, заново их сделать, но количество попыток у нее ограничено. Но она слишком поздно это понимает. Поэтому можно сказать, что здесь у нас и путешествие во времени, но ограниченное по радиусу временному. И также контролируемая временная петля. Потому что вперед она в данном фильме не действует, а возвращается только назад, чтобы повторить события, которые пошли как-то не так. Такое вот издание. Это у нас фильм режиссера известного японского анимационных фильмов Мамору Хосода. И данный анимационный фильм я смотрел не один раз, и он тоже мне нравится. Девочка, покорившая время. И осталось у меня еще 2 фильма, в которых есть временные петли, но в них эти временные петли не являются основообразующим сюжетом. Первый — это у нас фильм Тима Бертона «Дом странных детей. Мисс Перегрин». В данном фильме у нас есть временная петля, когда в другом мире, точнее не в другом мире, то есть вот мисс Перегрин с детьми находятся во временной петле, которую они каждый вечер заново возвращают, чтобы их дом не был разрушен. Такая вот в данном фильме есть временная петля. И, наконец, последний фильм, который хочу показать, в котором есть временная петля, который среди фильмов, которые есть у меня в коллекции, это фильм «Доктор Стрэндж» с Бенедиктом Камбербэтчем. Такое вот изображение. И в данном фильме временная петля есть ближе к самому концу, когда с помощью временной петли главный герой, доктор Стрэндж, пытается заколебать злодея данного фильма Дармаму, чтобы вывести его из себя. И таким образом победить его с помощью многократного повторения. Поэтому в данном фильме, в фильме «Доктор Стрэндж», у нас также имеется временная петля. Это был последний фильм, который я хотел вам сегодня показать. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. В следующем видео на тему хронофантастики я уже покажу фильмы про путешествие во времени. А это видео все. Пока.